Приветствую всех! Во время Второй мировой войны в ходе североафриканской кампании близ городка Тобрук в итальянской Ливии с мая по июнь 1942 года силы немецких и итальянских частей армии Африка под командованием генерала Эрвина Роммеля противостояли армии союзников под командованием генерал-лейтенанта Нила Риччи. В один из дней, а именно вечером 27 мая 1942 года, войска Роммеля обошли позиции англичан на линии Газала с юга и с утра следующего дня начали обстреливать все встречные британские части. В одном из боев итальянцам в плен попал далеко не молодой воин союзников, который бесстрашно расстреливал приближающийся итальянский танк из своего револьвера. Когда он попытался перезарядить свое оружие, командир итальянского танка выскочил из башни и захватил его в плен. Этим британским военным был адмирал сэр Уолтер Генри Коуэн. На тот момент ему исполнился 71 год, и за это время он успел поучаствовать практически во всех войнах, в которых принимала участие Британия, еще со времен восстания Махдисов. Сэр Уолтер Генри Коуэн, известный также как Тич Коуэн, родился в Крикхауэле, в Брент-Кнокшире, Уэльс, 11 июня в 1871 году. Немного из послужного списка бравого сэра Коуэна, которого поистине можно назвать человеком войны. Сын армейского майора, сэр Коуэн в 1884 году поступил на флотскую службу. 13 ноября 1892 года произведен в лейтенанты. В 1894 году принимал участие в экспедициях против африканских племен. В 1898 году назначен командиром канонерской лодки на Ниле. Принимал участие в боях в Судане. Командовал флотилией канонерских лодок на Ниле во время Фашотского кризиса. Во время Англо-Бурской войны был адъютантом Китченера, временно оставив морскую службу. Возвратясь в Англию в 1901 году, был назначен старшим офицером на броненосец «Принц Георг». 30 июня 1901 года произведен в звание командора. Затем командовал эсминцем, позже флотилией эсминцев. 31 декабря 1906 года произведен в звание капитана. Во время Первой мировой войны командовал крейсером «Принц Рояль», с которым участвовал в Ютландском сражении. 2 сентября 1918 года произведен в контр-адмиралы. В январе 19 года его эскадра была прислана на Балтику. Действовала там до конца 19 года, сыграв заметную роль в гражданской войне в России. За успешные действия ему был пожалован титул баронетта. 1 августа 1927 года произведен в адмиралы. В 30 году назначен первым морским адъютантом короля, а в 31 году вышел в отставку. На службу сэр Коуэн вернулся во время Второй мировой войны. В мае 1941 года Коуэн принял участие в двух неудачных морских рейдах британских командос, включавших экспедицию вдоль побережья Северного Египта на борту речного канонерского катера. Экспедиции неоднократно подвергались атакам с воздуха, пока катер не вышел из строя из-за повреждения в бою механизма руля лодки. По словам его сослуживцев, во время непрекращающихся атак, когда десятки бомб падали вокруг судна, Коуэна можно было увидеть на палубе, стреляющим по приближающимся вражеским самолетам из автомата. Затем Тич Коуэн занимался обучением командос, управлению маломерными судами, служил в Северной Африке. В момент атаки Роммеля сопровождал 18-й кавалерийский полк 3-й индийской бригады в качестве добровольца. Тогда адмирал носил мундир этого полка, так как являлся его почетным полковником. В этом звании и попал в плен. Адмирала отправили в Италию, а затем передали британской стороне во время обмена пленными в 1943 году. Тем не менее, неугомонный адмирал добровольно вступил в отряд командос и принял участие еще в нескольких операциях на Апеннинском полуострове. После этого его пригласили в Букингемский дворец, где вручили пряжку к ордену за выдающиеся заслуги, которым он был награжден еще 46 лет назад, и попросили поберечь здоровье. Сэр Уолтер Генри Коуэн был признан старейшим британским военным, участвовавшим во Второй мировой войне, и вышел в отставку только в 1945 году. Умер Тич Коуэн 14 февраля 1956 года. В 2007 году военно-морской флот Эстонии в его честь назвал минный крейсер «Адмирал Коуэн»,
Герб корабля основан на фамильном гербе Коуэна. Благодарю, что досмотрели до конца. За сим прощаюсь. Прошу поддержать канал, подписавшись на него и оставив свой комментарий.